Привет всем моим звездочкам, и некоторые звездочки меня спрашивают: Ария, почему ты называешь нас звездочками? Мы же Айви, мы же Айвики. А я вам скажу, потому что Айвики для меня звездочки, мои солнышки и все, что связано с самым прекрасным в мире. Айви — это вы для меня. Это, наверное, не то, с чего нужно начинать видео, но мне так хотелось об этом сказать, поэтому сейчас официальное вступление, начало. Итак, у нас с вами сегодня, наконец-то, долгожданный новостной еженедельный дайджест кей-поп новостей. Что-то, короче, пошло в этот раз не так с началом. Ну ладно, сегодня будут не только кей-поп новости, потому что новые парочки и слухи о новых парочках, а также предстоящие интересные релизы, что нас вообще ждет, столько объявлений было и всякое там интересное, поэтому давайте начинать. EXO, Chen Baeksi. Без 100 грамм не разберешься. Отвечаю, Сюмин накануне официального заявления SM Entertainment начал постить всякие подсказки для Эри. Я их читала на Yes Asia, и, если честно, я ничего не поняла. Абсолютно. Я ссылочку оставлю в описании, почитайте. Но, в общем, там были загадки, связанные с буквами, с цифрами, бла-бла-бла. Нужно разбираться. Может, если бы я вникла, я разобралась. Но меня радует душу уже, что SM официально подтвердили, что EXO, Chen Baeksi вернутся с новым мини-альбомом 10 апреля. Пожалуйста, следите за их мероприятиями. Это будет первое корейское возвращение саб-юнита после Hey Mama. Это еще было в 2016 году. Народ, прикиньте, сколько времени прошло. Но это еще не все, потому что, может быть, вы уже знаете, потому что это не совсем новая новость. Тем временем EXO, Chen Baeksi готовит к релизу свой первый полноформатный японский альбом под названием Magic 9 мая, а после этого они отправятся в свой тур по Японии. И он будет называться Magic Circus, но это тоже еще не все, потому что SM сделали еще одно официальное заявление, которое состоялось 29 числа, было опубликовано. SM Entertainment опубликовали еще одно официальное заявление. Так вот, EXO приступили к съемкам в новом реалити-шоу. Первый эпизод выйдет в эфир в мае на XTV. Я так давно ждала чего-то подобного с эксятами. Я не знаю, это будет что-то документальное или это будет все-таки какое-то шоу. В любом случае, я в предвкушении, я очень жду. Кто ждет, пишите в комментариях. 23 марта в Movie Star Arena состоялся концерт Music Band in Chile. В рамках мероприятия выступало много всяких наших корейских любимок. Это были Taemin из SHINee, BAP, VIX, TWICE, Wanna One, а также SF9. Но я хотела поподробнее рассказать про выступление Taemina. Он там выступал с разными своими сольными песнями, номерами, все как бы. Потом, когда заиграла знакомая для всех музыка Despacito, зал просто умер. Нет, в хорошем смысле, конечно же, запищали, заверещали, зааплодировали, но это было нечто, когда Taemin запел эту песню на испанском языке. Это просто вау! Я видела это видео, я вставлю его, естественно, вам покажу, но там настолько громко все пищали, верещали, кричали, я не знаю, что они там, в общем, делали, но это было очень шумно. И Taemina почти не слышно, но то, что слышно, это невероятно прекрасно. И еще одна такая новость касаемо Taemina, а также Инхёка и Киквана. Так вот, парни будут участвовать в новом каком-то проекте, шоу, которое называется The Dancer. И эта троица уже улетела в Лос-Анджелес, и там они приступили к съемкам или готовятся к съемкам. Так что нас ждет много-много-много танцев от Инхёка и Киквана, и, конечно же, Taemina. Ким Бом и О Йон Сон. Новая парочка. Любовь. Тут где-то должно быть много сердечков в кадре, если я не поленилась их вставить. Новая парочка. Я когда скроллила новости, ну вообще Ким Бом это кто, да? Это знаменитейший актер, талантливейший. Многим он знаком по цветочкам после ягодок, или как там она называлась, мальчики краш цветов. Но неважно, я знаю Ким Бома по множеству крутых фильмов и драм. Он один из моих любимейших актеров. А вот как раз О Йон Сон я сейчас смотрю Хваюги. Кто смотрел или смотрит, тоже пишите в комментариях свои отзывы. Короче, я скроллила новости и такая думаю, Ким Бома я, значит, знаю. А, это что за девушка? И почему она мне так напоминает девочку из Хваюги, а я не знала, как актрису зовут. Я когда открыла, я, честно говоря, в шоке была, когда подтвердилась, что она действительно та самая главная героиня из Хваюги.
Это так странно. Не то чтобы они, наверное, несовместимы или еще что-то, но у меня в голове как-то не укладывается, что-то не складывается, и я бы, наверное, хотела посмотреть на их совместные фотографии. Мне так интересно посмотреть, как они будут вместе выглядеть. Совет да любовь. Но вот говоря про парочки, еще одна новость многие, наверное, знают, потому что писали мне в комментариях. Появился слушок о том, что наш Шуга нашел себе girlfriend. Речь идет о Суран, и знаете, как вообще все произошло? Якобы видели Шугу и Суран вместе, но это еще не все. Суран в инстаграме опубликовала у себя пост, и она там написала: внимание, закройте уши, я сейчас буду читать на корейском. СНГК Юнги Нагехэджунын. Ну, я надеюсь, я не сильно плохо прочитала, и корейцы не смотрят мое видео. Вот это вот слово корейское «блеск» очень созвучно с именем Юнги. И все, поженили, сосватали, уже практически детей им спланировали. Но Биг Хит такой шмяк и взял всех, то ли расстроил, то ли обрадовал, я не знаю кого как. И официально заявил, что ничего подобного. Слухи о Суран и Шуга не верны, они только работали вместе над созданием музыки. И не более того. Как вы знаете, Шуга спродюсировал песню потрясающий хит «Vibe». Релиз состоялся в 2017 году, где-то во второй половине. И также потом на Melon Music Awards они взяли совместную награду. 핫 트렌드상 수란 오늘 취하면의 프로듀서 슈가 축하합니다. 최고의 프로듀싱 능력을 보여준 아이돌 스타는 슈가입니다. 멤버들 없이 받는 상은 처음이라 네 되게 떨리는데 일단 이 오늘 취하면을 사랑해주신 우리 아미 여러분. Так что ничего кроме этого профессионального, собственно, сотрудничества этих двух артистов не связывает. Официальное заявление. И мне так нравится, когда Айви мне пишет: Ари, Биг Хит сказали, что это неправда. Это правда или нет? И мне что-то так приятно, знаете. Короче, такая авторитетность в моих словах чувствуется. Ребята, откуда мне знать, если Биг Хит говорит так, наверное, что так оно и есть. Но еще одна приколюжная важная новость. И важна приколюжная новость. А я думаю, что многие из вас уже знают. Все-таки бантосики взяли и забрали награду свою на Никелодеон, где они были номинированы там как типа глобальный супер классный, любимый артист, музыкант всего мира. Я не помню, как называется до сих пор эта награда. Они не смогли приехать ее забрать, но тем не менее на премии играл Майк Дроп. Джон Сина плясал под этот Майк Дроп. И мальчики, я даже видела, потом записали мессендж, которым они поблагодарили всех армий, которые помогли им получить эту награду. Но это не все, потому что армии не спят и никогда не отдыхают. BTS снова номинированы. И вы знаете где? Я вам сейчас расскажу. Каждый год американский деловой журнал Time Magazine публикует список 100 самых влиятельных людей года в сфере развлечений, политики, бизнеса и всякое разное. То есть вы понимаете, да? Это было просто каким-то, возможно, вероятно, шоком для многих, потому что в числе Владимира Владимировича Путина, президента Америки США Дональда Трампа, Южной Кореи Мун Чжэ Ина, и также Барака Обамы, и Марка Цукерберга, и Бейонсе, и всяких потрясающих знаменитых личностей, вот в список номинантов попали еще BTS. Вы представляете, это что-то с чем-то. Мне кажется, это просто уже пик, практически, наверное, пик популярности и влиятельности, который можно себе только представить для BTS, но это еще не все, потому что, согласно результатам предварительным голосования, сейчас BTS занимают первую строчку, поэтому, ребята, ссылку я оставлю в комментариях, в описании, и в первом комментарии вы сможете пойти проголосовать за ребят, но я уже ходила голосовать туда, там, знаете, появляется такое, ну, как бы, типа, окошечко приложения, я это делала с компьютера, я не знаю, как это будет на телефоне, и тебе нужно вот так по очереди перелистывать все вот этих вот 100 номинированных, и по ходу за кого хочешь голосуешь, пальчик вверх или пальчик вниз. Я, в общем, очень долго и нудно листала до BTS, но так было радостно мне увидеть, когда я нажала большой пальчик вверх. Мне показалось, что 96% проголосовали за, а, соответственно, оставшиеся там 4% проголосовали против BTS, но фишка в том, что по суммарному количеству голосующих BTS сейчас лидирует, и ну, на данный момент записи этого видео это 14%. Я сейчас горжусь даже, наверное, не столько BTS, сколько армией, потому что я знаю, что армия выдернут
оторвут с руками эту номинацию, эту, в смысле, вообще награду, и подарят ее BTS, как обычно, как всегда, и это будет здорово и замечательно. Причем не в обиду сказано всем остальным, кто номинирован здесь, но я как ARMY, в общем-то, конечно же, держу кулачки и переживаю, болею за BTS. И я думаю, тоже стоит, наверное, не забыть упомянуть, что любимочка наш Ли Чон Сок не подписал, не продлил контракт с YG Entertainment, и официально он будет переходить в другое агентство. Можно поздравить Чон Сока с новым началом и ждать от него новых работ, тем более у него вот-вот-вот скоро уже будет как бы новая драма, не помню, как называется, но я думаю, что поклонники Чон Сока ее очень ждут, и вы, конечно же, знаете, как она называется, да, напишите мне в комментариях. На этом были все новости этой недели, и не забудьте, пожалуйста, поставить большой пальчик вверх под этим видео, потому что это важно. И, конечно же, подписаться на канал, потому что тогда вы станете частью чего-то особенного. Ну а на этом все. Саран-саран, с вами была Ариран. Я вас всех целую и люблю. Пока-пока.